Новость о сделке о поставках оружия между Ираном и Арменией на сумму $500 миллионов является ложной. В прессе циркулирует информация о том, что Республика Армения и Исламская Республика Иран заключили крупную сделку по поставке оружия на сумму около $500 миллионов. Однако, как сообщил Айкакан Жаманак, источник, близкий к Минобороны, эта новость является ложной и не соответствует действительности. Стоит отметить, что СМИ со ссылкой на иранскую прессу отметили, что сделка якобы включает в себя несколько типов беспилотников и зенитно-ракетные комплексы, а также Министерство обороны Армении по этому поводу сделало заявление. Слухи о том, что Армения подписала с Ираном оружейный контракт на $500 миллионов, в Министерстве обороны Армении назвали надуманными и вымышленными. На вопрос Арменпресс по этой теме ответил пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Арам Тарасян. Вопрос. Сайт Iran International распространил информацию о том, что Армения и Иран подписали секретный контракт на закупку оружия на сумму $500 миллионов. Как вы прокомментируете эту информацию? Ответ. Мы не реагируем на публикации надуманного, вымышленного содержания. В свою очередь из Ирана тоже сделали заявление по этому поводу. Министерство обороны Ирана опровергло информацию о подписании секретного контракта с Арменией на закупку оружия на сумму $500 миллионов. Итак, Иран и Армения отрицают о данной сделке на уровне Минобороны двух стран. Но автор публикации на иранском сайте до сих пор утверждает, что состоялась некая секретная сделка. Как и откуда появилась данная информация? Для профилактики давайте пройдем по этой статье из иранского сайта, которую написала некая дама с фамилией Маджтахеди. Поехали. Иран и Армения подписали секретную сделку на $500 миллионов. Иран и Армения подписали крупную оружейную сделку на сумму $500 миллионов, сообщил Iran International, источник, знакомый с ситуацией. Этот шаг может разозлить Азербайджан, поскольку Тегеран поставляет Еревану печально известные беспилотники-смертники. Армения и Азербайджан вели две крупные войны после краха советской власти в начале 1990-х годов, и в 2020 году Азербайджан отвоевал значительные куски своей территории. В прошлом году его войска захватили Нагорный Карабах, это главный очаг затянувшегося конфликта. Иран неоднократно предупреждал, что не потерпит никаких изменений международных границ в регионе. По словам источника, который является высокопоставленным военным чиновником на Ближнем Востоке, соглашение было разбито на несколько контрактов и подписано в последние несколько месяцев. Iran International не назвал их имена в целях защиты. Iran International получил эксклюзивный список военных товаров, которые Иран собирается поставить Армении. В него входят беспилотники Шахед-136, Шахед-129, Шахед-197, Махаджар, а также зенитно-ракетные комплексы 3-й Хардат, Маджид, 15-й Хардат и Арман. Об этой сделке ранее не сообщалось. Министерство иностранных дел и обороны Ирана и Армении не ответили на отдельные запросы Iran International о предоставлении комментариев. Но после публикации этой статьи, Министерство иностранных дел Армении не стало отрицать сделку, ответив на официальный запрос Iran International по электронной почте. В настоящее время Армения диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности в рамках международного права. «У нас нет никаких дальнейших комментариев по этому поводу», сказал представитель Министерства иностранных дел Республики Армения. Фарзин Надими, эксперт по вооружениям из Вашингтонского института, считает, что сделка такого масштаба имеет большое значение для кавказской страны. Иран уже продавал Армении беспилотники, например, и другие виды вооружений, но ничего подобного не было, сказал Надими. Источник сообщил, что сотрудничество в области безопасности между двумя странами, включая продвижение сделок по продаже оружия, обсуждалось во время визитов высокопоставленных делегаций и технических групп из Ирана в последние месяцы. Насколько мне известно, Iran International
Это оппозиционный антиклерикальный канал со штаб-квартирой в Лондоне. Есть предположение, что он финансируется Саудовской Аравией. Всех этих фактов достаточно, чтобы понять, что канал является сильным раздражителем для режима Аятолл. Теперь необходимо понять, кто и против кого заказал этот вброс. Может, Великобритания? Из-за срыва встречи Пашиняна и Алиева в Лондоне. Как-то мелко и истерично, британцы работают намного тоньше. Саудовская Аравия для дискредитации нового президента Ирана. Но эти разборки никогда не кончатся, там все средства хороши. Израиль для оправдания новых поставок оружия Алиеву. Им вообще никакие оправдания не нужны. Захотели и продали. Может, тем силам в Иране, которые недовольны избранием Пезешкиана. Но ведь подобная сделка, если она реально заключена, не могла появиться за месяц. Она точно готовилась еще при Ибрахиме Раиси. А может, все это сделано против Армении. Но ведь в Ереване больше не скрывают, у кого и какое оружие покупают. Смысл скрывать сейчас, тем более никаких проблем с поставкой не будет. Не думаю, что сделку с Ираном осудили бы на Западе, ведь их позиции по недопустимости нарушения территориальной целостности и по укреплению обороноспособности Армении полностью совпадают. Я все же думаю, это внутренние разборки иранской власти и оппозиции. Смотрю, на Абшероне опять жалуются. Мол, Армения тянет время, покупает оружие и готовится к войне. Да что ж такое? Взяли и выдали наши секреты. Надо срочно позвонить Варчепету, чтобы придумал новый план. А вы, мои хорошие, почаще смотритесь в зеркало. Если найдете свое отражение, конечно. И в конце поделимся еще одной новостью. Армения активно строит новую дорогу к границе с Ираном в рамках проекта «Север-Юг». После завершения строительства время в пути сократится почти на 2 часа, сообщает Фонд Дорожный департамент. Работы ведутся на 32-километровом участке дороги Агарак-Каджаран от иранской границы. Ожидается, что строительство завершится к 2028 году. Подрядчиками выступают 2 иранские компании – Abatrahan Pars International Group и Tunnel Set Ariana. Проект включает строительство 17 мостов, 2 тоннелей общей длиной 900 метров и 5 транспортных развязок. Сисян-Каджаран считается самым сложным участком проекта «Север-Юг». Он включает 27 мостов, общая длина 4700 метров, и 9 тоннелей, общая длина 12,5 километров. Проект «Север-Юг» является одним из самых масштабных в истории независимой Армении. Частично новая и расширенная дорога сократит расстояние от иранской до грузинской границы с 550 до 460 километров, облегчая выход к Черному морю для Армении, а также для Индии и стран Персидского залива. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.